Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUA. Сегодня у нас, если что, СМР контент, потому что громко говорить я не могу, соответственно, будет немножечко не так эмоционально, как обычно, но ничего страшного. Это первое. Второе, как заранее, как обычно, я все время говорю, что со старта я хочу на чем-то поиграть, но по итогу что-то перестраиваюсь в другое, поэтому несколько сборок. Во-первых, хочу поиграть на лустрике. Раз. Второе, я хочу показать во всей красе это волшебников. То есть всякие фишечки, может быть, получится и тому подобное, и так далее, и так далее. Плюс есть несколько универсальных героев, которых бы я хотел точно показать, поэтому сейчас будет все зависеть от того, как оно мне будет приходить. На самом-то деле есть еще одна сборка, на которой можно будет сыграть, это воины. Хочется или не хочется, это пока непонятно, поэтому возьмем пока так. А там сейчас посмотрим. Короче, смотрите, волшебники через двух универсальных героев. То есть, ну, один из них 100% будет. Это первое. Второе. Гриттеры. Дефолтные гриттеры через либо Марси Керри, либо же через Керри Мартрет. То есть, одна из них будет. И третья сборка, это сборка, ну, похоже на то, что это будет, скорее всего... не буду загадывать, короче, будем играть на том, что будет приходить, от этого уже будем отталкиваться. На самом деле жалко, что здесь нет Хускара, потому что можно было бы сыграть через Хускара. Потому что я более чем уверен, что здесь будут драконы. Я более чем уверен, что здесь будут драконы. Воинов как бы можно было бы собрать сейчас против них, и на самом деле это было бы неплохо. Просто есть несколько моментов против воинов. Во-первых, это то, что если соберутся против меня ведьмаки, меня просто разорвут на части. Это первое. Второе. Ну, как бы, воинов можно было бы, но мне кажется, лучше какие-то там гриттеры уже. Волшебники, маги, вот что-то такое, потому что, на самом деле, мне пока странновато приходят, но, судя по всему, это будут, скорее всего, гриттеры, либо же маги, хотя не знаю, может и то, и то. Короче, посмотрим. Я, на самом деле, сейчас вот так вот скипаю, но, на самом деле, лучше этого не делать, если хорошая шмотка пришла, но... Я скипнул, и на самом деле зря, что я скипнул. Лучше бы я не скипал это. Было бы что-то получше у меня. Ну, имеем то, что имеем, как говорится, и все. И все. Буду внимательно смотреть, что кто собирает. На самом деле, мне бы хотелось на гриттерах сыграть, либо же на волшебника. То есть это две фаворитные сборки, которые я хочу увидеть в этой катке, а там уже посмотрим, как оно будет приходить. То, что мне две гиды со старта пришло, это на самом деле очень кайфово. Я бы еще был бы очень рад, если бы мехи мне пришли. Ну и гида в двойку со старта. И гида в двойку со старта это просто нереальный буст, потому что она становится огромедной. Урон от нее тонна. Плюс если магов докинуть, то там вообще забейте. Просто без шансов развал. Можно было бы воинов поставить. Взять уровень, поставить воинов. Я на самом деле так, наверное, сделаю. Я себя хоть как-то улучшу, получу винстрик какой-никакой. Ну и все. Если еще магов поставлю сверху, то будет вообще песня, вот как, например, здесь. Но тут я вижу, что 100% будут маги-драконы. То есть вот. И в идеале здесь играть через волшебников. Почему играть через волшебников, сейчас объясню. Если я буду играть через волшебников, у меня будет универсальный пик. И тогда я смогу то ли убийц, то ли морских, то ли рыцарей, так, то ли магов, то ли... Короче, через волшебников это был бы максимальный универсальный пик. Вот, и все. Больше не о чем тут говорить. Ну и, в принципе, все. Рыцари мертвы, как и были, так и остались. В принципе, ничего не поменялось с рыцарями. Я ими очень недоволен. И на самом-то деле, когда их собирают, для меня это вообще, ну, не то что тильт, а какое-то новшество. Ну, для меня очень удивительно, что они вообще на них хоть как-то пытаются играть. Для меня рыцари, они реально мертвы. Ну, кстати, играть через гиду, на самом деле, есть много минусов. Во-первых, если фигура куда-то упрыгнет, а в это время скилл кастанулся, то все. Скилла нет. Он ушел, этот скилл. Куда, неизвестно. Вот. Как-то так. ЦМ-ку, в принципе, хочу апнуть. На самом деле, ну, как бы стан 2 секунды, это, конечно, круто. Конечно, круто, но хочется панду поставить. Я поставлю панду чисто из-за того, что мало ли мне придет сейчас панда-шаман какой-то. Если панда-шаман придет, то, в принципе, это будет очень круто. Хотя, на самом деле, мне все равно, придет он, не придет. Короче, поставил чисто, что было. Ой-ой-ой-ой-ой. Ошибочка. Я забыл отдать деревянную палочку троллю. Если бы я отдал ее чуть раньше, было бы намного лучше. Ну ладно, имеем то, что имеем, и, в принципе, хорошо. Пум-пум-пум. Блин, Эгида бы в двойку пришла, была бы вообще песня.
Хорошо, что у меня такой тьфу-тьфу-тьфу старт. Вау, вау. Не, ну... Так поставлю. Ладно, до механизмов я сейчас уже разберу. ТМ-ка есть, ее оставлю. Воинов возьму, пусть будут, ничего страшного. Так, получается, у меня сейчас 4 воина. Я могу бы поставить больше, но не могу, потому что не могу. Уровень нужен. Без уровня я не могу поставить. Ну ладно. Ничего страшного. Ого, чуваку какой пришел, какая фиолетовая фигура пришла. Морские. Но тут уже драконы маги собрались вот со старта. Это минус, конечно. Для меня это минус, то, что они собрались. Это будут... Но у меня будет огромная проблема с ними. Их нужно будет как-то контрить, а Гриттер, я думаю, может, ну, не законтрить такую сборку. Ну, посмотрим. Может, у меня и получится законтрить их. Причем без шансов. На самом деле, знаете, я лучше в 10 минут выйду, пусть у меня будет быстрый инкам. Я буду максимально много хп экономить, а будет просто быстрый инкам у меня. То есть, да, давайте так и решим. А такое мне нравится, тьфу-тьфу-тьфу. Но такое я одобряю. Так, SF мне не нужен, тогда и эти мне не нужны тоже. Хотя на самом деле, мне SF и он нужен, потому что мало ли я не захочу на гриттерах сейчас играть. Ой, на гриттерах, на волшебниках. На гриттерах. На гриттерах, вот. Если я не захочу на них играть, то, соответственно, я могу поиграть на другой сборке. Как-то так. Гениально. Короче, SF мы оставим. Абаддон не нужен. Хотя, на самом деле, вместо Абаддона я бы лучше закинул Омника. Омник он хилит. Поэтому, скорее всего, мне реально придется Омника найти. Я, наверное, все-таки его скипну и буду искать Омника. О, тут я откис. А знаете, почему я откис? Потому что здесь почему? Кто это такой жесткий против меня? Воин-пещерник против меня. Ну, класс. Не знаю, каким образом, но он меня вынес. Ладно, Абаддон пришел, пусть будет пока Абаддон. Мне нужен жрец в мою сборку еще. Так, один волшебник пришел, я возьму. Ну так как я уже винстрик потерял небольшой, хотя я хотел... Но чуваку очень хорошо идут драконы. Тут 100% драконы маги, плюс он людей уже поставил, у него будет ранний ап. У меня проблема. У меня будут лютые проблемы. Надо что-то будет придумать против него. Зря я, конечно, кольцо на манрегену это скипнул. Лучше бы я не скипал его, оставил. Блин, ну проблемы лютые, конечно. Даже сейчас рыцарь меня выносит. А все выносит он потому, что у меня гиды сразу кастуют в это время, когда щит работает. А щит работает там 3 секунды. И в это время у меня чувак мой кастует. Ну, как-то так. Либо же не париться на гриттере, а сыграть через волшебника. На самом деле, да, сыграем через волшебника, короче. Это будет максимально универсально. Плюс я поставлю эльфа, потому что уже мартретка есть. Никакой мне Абаддон не нужен. Ну все, в принципе, решено тогда. И гида в двойку пришла, вообще шикарно. Дико извиняюсь. Какая-то хрень по столу ползала. Так, что я хочу дальше? Во-первых, по поводу воинов. На самом деле, мне не нужны. Поэтому роля мы скипнем. Я поставлю SF чисто сейчас так, чтобы он был. Джаггер. Да мне ЦМ, кстати, не нужен. Да, мне ЦМ-ка не нужна со старта. Ну, короче, сейчас посмотрим. Блин, ну Игида в двойку, конечно, со старта очень красиво смотрится. Я бы ее даже, если что, в тройку бы собирал. Она реально будет хороша. Конечно, на 10 раунде иметь 22 монетки это так себе, но в принципе пойдет. На самом деле у меня что-то еще горло как-то странно себя чувствует. Ну ладно. 2 разора. Хочу ли я 2 разоров со старта? На самом-то деле, почему бы нет? Мало ли сейчас он придет мне вообще там огромный. Персик. Либо башер, кстати. Персик хорош, но и башер хорош. 20% оглушить на 3 секунды. Либо же персик. Минус 20 КД, 150 маны. Ну просто кому мне мана нужна? Кроме вот, допустим, СФ и все.
Ладно, на самом деле я, наверное, возьму персик, потому что у меня будет... Что у меня будет? У меня тренд будет, которому идеально зайдет этот персик. На самом деле я могу сейчас и эгиди закинуть раз... Ну, в какое-то время она будет кастовать чаще все-таки. На 2 секунды все-таки уменьшу я КД. Вот, кстати, морские против меня. Морские рыцари. Обалдеть. Я на морских хоть и не собираюсь играть, но это все равно жестко смотрится. Эх, чуть-чуть не хватило, конечно. Он, получается, рыцарь морской, и тут еще магия. На самом деле, лустрик можно сейчас поставить. Как бы здесь есть Дум. Вместо Дума поставить. Точнее, Дума поставить вместо него. Хотя, на самом деле, мне кажется, Дум будет послабее, чем этот чувак. Хотя, на самом деле, если этот чувак будет затыкать, когда надо, кого надо. Или на лустрик сейчас встать. Я, наверное, лучше встану на лустрик сейчас. У меня не супер сильный стол. Поэтому, скорее всего, я лучше реально встану на лустрик. Вот как-то так буду сейчас играть. И буду на лустрике. Разор в двойку мне пусть он... Ну, разор в двойку мне реально понадобится. Пусть будет. Лишним явно он не будет. Вот чувак на магах пришел. Минус 6 получил, но зато у меня эссенция может восстановить чуть больше. Так, тренд сюда. Хорошо. Так, отлично. Кстати, сейчас персик я закину в него. Персик закину в него. Он будет ману быстрее восстанавливать. И больше шансов будет от того, что я шотну. Не шотну кого-то, а довольно-таки сильно снесу. На самом деле мне нужно будет еще... Мне нужна будет инча. Инча мне нужна, чтобы, если что, тройку апнуть в трента максимально быстро. И мне не хватает на самом-то деле одного волшебника. Я сейчас вот этого убираю, волшебника морского. Он мне не нужен. Он мне не нужен. Все, в принципе. И еще один момент на самом-то деле. Хотя, если, не дай боже, кто-то в жрецов перестроится, для меня будет огромная проблема. Но я бы рискнул и скипнул бы медальон. Но на самом деле пока этого делать не буду. Я ж не глупец какой-то, чтобы это делать. Поэтому я этого делать точно не буду. И вам никогда не рекомендую скипать медальон. Потому что кто-то может перестроиться в жрецов, как это делаю я в большинстве каток. И просто развалить лицо. Кстати, я здесь классно на лустрике стою, аж выиграл. Не, ну на самом деле у меня сильно. Как бы разор в двойку и гида в двойку, это очень сильно. ДК пришел. Я бы забрал себе ДК на самом-то деле. И гиду скипать не буду. Не знаю, нужен ли мне СФ, или лучше вместо СФ поставить все-таки гиду одну. Есть здесь 6 рыцарей со старта, но я думаю, он в кого-то перестроится. Если он будет собирать себе 6 рыцарей дальше, то я буду очень удивлен. Хотя на самом деле, первый каст магов он переживет. Все-таки рыцари 50% урона сэвейдят. Поэтому, может, он не такой уж и глупый, а может, он делает это все как надо. Хотя, я не знаю, через кого он хочет в дальнейшем. Но, допустим, сейчас собралось 6 зверей. Что он будет делать против 6 зверей? Вот я не знаю. Я, кстати, все-таки поставлю, наверное, эгиду лучше. Я сейчас объясню, почему я так думаю. Эгиде не надо сейчас кастовать что-либо, она сразу с фуловой маной будет закидывать. Поэтому я поставил, ну, как бы на кон лучше все-таки пусть эгида кастует. Мне кажется, эгида реально будет помощнее. Все, так. Ну, еще Гриттер, кстати, приходит. Ну, он так хорошо приходит. Просто опасаюсь. Опасаюсь того, что может быть. А может быть то, что мне просто сейчас развалят кабинет. И это будет очень обидно. Или все-таки сыграть на более универсальные сборки. Я, наверное, все-таки на более универсальные сборки сыграю через эльфов. Хоть и Гриттер приходит. Я его возьму на всякий случай пока, пусть будет. Лишним он явно не будет. Эх, только что хотел поменять СФ, ну ладно. На самом деле не хватает одного волшебника, и будет вообще все замечательно просто. Не, ну нормально, мобов я выиграл. На самом деле у меня очень долго по инкаму идет все. Очень долго. Сверхдолго, я бы сказал бы даже. Максимально сверхдолго все. Так, ладно, ты гуляй. Ты сюда и ты сюда. Трентуха в двойку пусть стоит.
Вот этого человечка я как-то так поставлю, пусть будет. Мне кажется, Разор лучше здесь пусть стоит. Что у меня здесь есть? Посох плюс 6 урона. А что я могу взамен получить? Либо бусы, либо дезолятор, либо же магическое... Я магическое сопротивление буду искать. Классно, нашел. Нашел идеально просто. Идеально и некуда. Еще, ребята, я хочу, чтобы кто сейчас меня смотрит, обязательно поставили лайк под видос. И подписались, кто не подписан, по той лишь причине, что осталось всего лишь 120 или 130 человек для того, чтобы достичь 1000 подписчиков. И без вас я этого сделать не смогу, и мне бы очень хотелось, чтобы вы мне с этим помогли. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо, кто откликнется на мой зов, поставит лайк, подпишется, кто не подписан, потому что смотрит меня много людей без подписок, ну, огромное количество, если честно. А еще у нас есть телеграм-канал, в котором я пишу о стримах, о видосах, о обновлениях игры и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, кому это интересна тема, присоединяйтесь к нам. Много чего там интересного. Плюс у нас там есть чат комьюнити. Думаю, вам понравится. Итак, что я хочу сказать. Все плохо. Лустрик, конечно, более-менее ранний. Но все плохо в плане того, что нету какого-то продвижения, если честно. Я бы, кстати, Мирану бы взял. Все плохо то, что нет одного волшебника. Мне нужен будет... Ну, наверное, мне Мирана все-таки нужна будет. Будет Мирана, будет проще мне играть. Скорее всего, реально, когда будет Мирана, то мне станет намного проще играть. Но я пока не особо уверен в этом. Поэтому сейчас посмотрим, как оно будет. У меня хоть и есть хоть какой-то сейф, но все равно. Блин, как же рыцари со старта все-таки, ну, ломают немножко свою сборку мне. Хотя, вау. Какой же там огромный легион. Но на самом деле я все это перебью, если у меня будут ранние... Ломдруид пришел и лис рыжий. Так это может намек на зверей, хотя там зверь уже есть один. Не, я не буду конкурировать, это очень будет, ну, грубая ошибка для меня. Поэтому я просто буду собирать так пока что. Хотя на самом деле я бы мог более магический билд выставить вместо жрецов. Хотя я уже тему этот проходил. Не, сейчас 7 уровень, сейчас я просто буду брать и ролить. Выставлю фулл эльфов. Тут уже 6 людей, 6 людей. Ой, тут эльфы фуловые. Проблема. У меня конкуренция на эльфов появилась. Он прям как чувствовал, то, что тут нужно эльфа будет поставить, потому что много физического урона сейчас со старта. И теперь у меня проблемы. Но на самом деле проблемы такие, что я аж выиграл раунд. Да. Что ж. Ладно, у меня мартретка зато апнулась. Плюс. Еще один плюс, еще апнулся этот. Один волшебник. Я на самом деле волшебника хочу этого поставить. Почему я его хочу поставить? Это потому, что он может высасывать ману и откатывать способность моим. Это очень хорошая способность. Есть АМ. Как бы хорошо. На самом деле мне тогда жрец не нужен. Хотя если я решу делать гритеров все-таки. Если тут реально будет прям сильно-сильно попахивать. Ну, пока как-то так себе. Я больше склоняюсь к эльфам, потому что это максимально универсальный был бы билд. Я даже выигрываю, несмотря на то, что я хочу играть через устрик, я выигрываю. Может все-таки себе собрать 8 уровень, может дух придет. Хотя зачем мне 8 уровень? Мне 8 уровень не нужен. Давайте объективно. Вау. Хотя я могу в жрецов перестроиться, там вообще будет песня. Но это дух пятерка мне нужен. Ладно, приходит жрец, пока возьму его. Пока возьму, он мне в принципе пригодится, почему нет. И поставлю еще этого чувачка. И вот этого чувачка. Вот, чтобы немножко уклонения было. Жрец приходит, почему бы его, ну, не брать? Если что, то реально можно будет перестроиться в жрецов и порвать их всех. Ну и причем он как бы, ну, в двойку не мешает. Он очень может, ну, чем помочь.
Котел пришел. Знаете, слезы аж наворачиваются. Слезы наворачиваются, скипать его. Так не хочется. Так, у меня уже мартретка появилась. Хотя на самом деле мартретку я хочу пока заменить. Хотя на самом деле... О, шар бездны. Отлично. Отлично. Вот так пока сделаю все. Так мне очень нравится мой билд. Пул эльф. Пул зверь. Пул рыцарь. Тут он играет через легионку. Тут Марси огромная, но он полностью все деньги сролил для того, чтобы найти себе Марси в двойку. Играет тоже через Трента. Трент у него огромный. Блин, у меня проблема. В идеале мне реально сделать фулл жрецов потом. Перестроиться и сделать фулловых жрецов. Старт у меня как бы есть на них. Но, как по мне, это еще может быть рано. Блин, еще не закаститься не смог. Сейчас очень много по лицу прилетит. Долго думаю. Очень долго думаю. Очень долго думаю. Сеф, конечно, мне нужен был бы. Но придется с ним попрощаться, с Сефом. Тогда мне и ты не нужен пока что, поэтому тебя поставлю. Ой. Где мой... Гриттер приходит опять. Как будто прям намекает о том, что, ну, Саня, что ты думаешь? Давай, делай. Пора. Пора как бы. На самом деле, со слезами на глазах я его скипал. Я можно и не скипать уже. Марси. Марси как бы тоже хороша. О. Вот, кстати, теперь... Эльф там, эльф тут. И я, наверное, все-таки... Ну, я жрецов пока не буду удалять. И... Яйцо, конечно, не хотелось бы мне тратить на него. Подожди, мне не хватает одного. Так, стоп, обратно все. Блин, все поменял местами, сделал все не так, как надо. Короче, я потерялся немножко. Мне не хватает одного эльфа. Я куда-то продал своего одного эльфа. А куда, сам того не знаю, куда. Ну классно, ему Радик пришел со старта. Посмотри, какие шмотки классные ему пришли. Обалдеть. Найс чувак сыграл. На скилле, видимо. Выйду из инкама. Поставлю своих ребят. Гриттер опять. Что ж ты хочешь, Гриттер, от меня? Так, 9 эльфов. Все, отлично. Персик. Тебе. Нет. Значит, в Трентуху закинем пока что. Хотя, на самом деле, лучше не в Трентуху, а в тебя все-таки. Тебе надо, чтобы ты как можно больше кастовал и чаще. У меня такой беспорядок на столе стоит, что я просто... О, я чуть не скипнул. Надо ли? Ладно, я жрецов уберу. Уберу жрецов. Все. Я уже решился, поэтому... решился, поэтому надо убрать. Ну и опять вынесли. У меня фулл эльфы стоят, но по мне попадают все равно. Кайф. Бомбическая тема. Обожаю, когда тема такая происходит. Магический билд. Ну, магический сейф у меня есть, как-никак. Так, это сюда, это сюда. Тут пусть будет так пока. Арморы, кстати. Кстати.
Сюда. У меня шмотки очень плохие. Мне в идеале бы скипнуть все, но тут, ну, как бы маг есть, маг-дракон фул человек. Ну, сейчас попробуем. Так, ну молот грома есть. Уже хоть что-то радует меня. На самом деле, я бы такой, чтобы скипнуть все свои шмотки и посмотреть, может мне сейчас придет Радик. Так, окей, пока приходит тьфу-тьфу-тьфу, но неплохо. Мне бы такой, чтобы мартретка еще ранее пришла, было бы вообще замечательно. О, еще одно уклонение. Хорошо. Так, вот эту шмотку скип, вот эту скип, вот эту скип. Персик скип. И два этих предмета тоже скип. Ну и надеемся, что Радик придет. Опа, как под заказ. Боже ты мой. Отлично. Отлично. Танк хорош. Танк хороший. Но есть проблема у тебя. Не знаю, сейчас посмотрим, может мне повезет и будет все хорошо, а может мне сейчас не повезет и будет все очень плохо. Мне бы такой, чтобы трента апать яйцом. Тоже подумаю об этом, что мне бы яйцом трента апнуть. Да, сейчас, наверное, яйцом его апну все-таки и в него Радик засуну. Хотя в нем и так Радик. Ой-ой-ой, как же больно. Как же больно, боже. Ну, это маг фуловый, но зато, знаете, когда я останусь с ним 1 на 1, либо 2 на 2, то я его вынесу. А вынесу его потому что я смогу его дефать. Спокойно причем. Я просто перестроюсь в морских и все, и гуля лесом. Так, СФ у меня в двойку, шикарно. Шикарно, конечно. Кстати, Грангеральда я удаляю. Ставлю его. Гримтач намного будет эффективнее против всех, потому что у меня есть Мирана. Когда Гримтач закастит свои способности, будет намного сильнее. Потому что, смотрите, Гримтач кастует свою способность, вот эту, всплеск чернил, по всем. Мирана закастует свой стан, и он будет массовый. В этом огромный плюс. На самом деле, я сейчас думаю все-таки в Трента закинуть пару предметов на уклонение, потому что он будет намного мощнее. Сделаю вот так вот как-то. Пусть у него будет максимально много уклонения за счет радианса, потому что когда эльфы как работают? Чем больше у тебя уклонения, тем чаще может сработать у тебя... Ой, как... неправильно, смотрите. Когда есть успешное уклонение, срабатывает иллюзия. То есть появляется иллюзия против тебя. Это очень сильно на самом-то деле, и не стоит это игнорировать. И поэтому я ему забустю максимальное уклонение. Вот сейчас у него радианс, у него есть талисман, и у него есть еще один медальон. И так намного будет сильнее, нежели я бы просто играл бы вот так. Не забустив ему уклонение. Так, отлично. Отлично, мне пришел персонаж. Так, эльфов я сейчас разберу. Бог ты мой. Блин. Ладно. Долго думал. Долго очень думал. Надо было быстрее думать. Так, все отлично. Тренд у меня в троечку. Все шикарно. Все, осталось теперь только фантомку опнуть. Опять маги эти приходят, боже мой. Маги жесткие. Но будем мы объективно судить, маги очень жесткие, несмотря на то, что у меня такой тренд огромный. Но зато, знаете, я его очень сильно вынести смогу. И причем очень быстро. Вообще без проблем. И минус в том, что на самом-то деле такая сборка очень легко контрится. Как бы без рофлов. Очень легко контрится. Как, я расскажу потом. Сейчас мне надо немножко сосредоточиться. Давай, фантомка, приди. Отлично. Фантомка в троечку, божечки. Вот это вот сильно, конечно. Вот это вот сильно. Так, знаете, теперь я хочу
Забустить уклонение в мартретку. На самом деле, может быть, не стоит. Хотя нет, наверное, стоит все-таки. И вот так вот сделать. Все, пусть она разваливает кабинеты рядышком с Трентом. Будет шикарно. Еще бы сейчас... Вот видите, безоружие закинулись. Но зато у него куча уклонения, поэтому мне вообще этот чувак не страшен. Иди сюда, дорогой. У меня просто чувак стоит АФК. Хоть и без оружия есть, но у меня просто стоит АФК. Я даже не знаю, почему он так стоит АФК. Так, алхимик с МКБ мне пишут. Это плохо. Это очень плохо. А что там алхимик такой? Почему он такой фулл зверь плюс МКБ плюс это? Ну тяжело, да. Возможно, мне придется принять контрмеры. Так, Т3 гида. Отлично. Тройку гида это прям вообще шик. О, YouTube. YouTube, да, YouTube. А что? Что нельзя? На самом деле ему очень повезло, то, что ему прилетело МКБ. Нереально повезло, то, что ему прилетело МКБ в алхимика. На самом деле я еще волнуюсь, потому что, типа, тут маг есть, дракон фуловый, это очень серьезная проблема для меня. И мне бы его как-то законтрить, мне бы больше магического дефа мне бы, и было бы вообще, ну, классно. Но пока что такое. БКБ бы какое-то было бы круто. Молнии, ну вообще Башер, кстати. Башер имба. Башер беру, Башер имба, поэтому его надо брать. Скипать ни в коем случае нельзя. Придет против меня морской, я его сейчас задефу вот этим вот. Марси. Хочу ли я Марси? На самом деле хочу. Марси мне бы нужна. Очень сильная. Маг-дракон. Ну, проблема для меня маг-дракон, на самом деле. Я пока не верю. Сам магов поставить. Ну, кстати, да, я могу поставить магов, потому что у меня есть в тройку гида, она огромная. Что там у тебя по Марсе? Марсе у тебя в двоечку. Я, в принципе, ее оставлю у себя, чтобы она тебе точно не пришла. И надо очень хорошо подумать. У меня есть иллюзии. Это, конечно, хорошо, что они есть. Ладно, сейчас посмотрим, как оно будет. Сначала нужно посмотреть. Так, против меня... Так, маска на отхил у чувака. Ну, благо у него нету радика. О, вот то, что, о чем я говорил. Мне только что Гримтач закастил по всем чернила, и мне прилетел массовый стан от Мираны. Боже, какой там урон у гиды? 9000 урона у гида магического. То есть им не только нужно против меня дефаться. Так, маг, ну вылети, пожалуйста. По-братски. Отлично. Мага я дефаю чуть-чуть. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. А в самом-то деле, знаете, что я еще могу сделать? Я могу поставить не только морских полностью. Не только морских полностью я могу поставить. Я смогу перестроиться в троллей, если будет прям жара-жара. Ой, боже, какой он огромный, рыжий лис. Я даже не знаю, я могу его не затащить, этого рыжего лиса. У меня есть башер, у меня есть все. Есть куча уклонений, но там есть чувак, который может меня просто перевалить. Тут еще есть чувак, который с уклонениями полными. Плюс, ну там огромный чувак. Ой, это маг. Вот маг пришел, кстати. Давай посмотрим, что он сейчас может. А где мои мартретки? Вот она. Боже, я просто на соплях его сейчас затащил. И может даже не затащил. Или затащил все-таки. Нет, не затащил. То, о чем я говорил. Маг проблема. Марси. Нужна ли мне Марси? Почему можно? Почему нет? Вместо Мираны поставить. Пригодится. На самом деле, не знаю, Радик может закинуть в него. На самом деле, у меня не так много уклонения, поэтому Радики закину в него.
И вот так вот сделаю иллюзию. И знаете, как я сделаю? Я вот так вот сделаю сейчас немножко. Расстановку поменяю чутка. Может, от расстановки сейчас будет многое зависеть. Хотя мана и так будет огромное количество. Так, тролли. Здесь, значит, здесь. В принципе, ты получишь много. О, 2 дума в двойку. Ого. Ого. Я такого не ожидал, если честно. Маски на отхил мне не хватает очень сильно. Просто эльф против эльфа дерется. Из-за того, что у меня есть эгида, мне чуть-чуть проще. У эгиды, ну, слишком огромный урон массовый. Пам! Просто такой в джубан. Не, ну это сильно. Когда такое видишь, ты прям, ну, чувствуешь свою силу. Урон. Блин, какая же потная катка. Так, собираем денежки. Сюда. Хочу плюс 75 магического. Плюс 25. Опа, отлично. Сюда. И капюшончик себе закинул. 25 сопротивления себе повысил. Отлично. Не то, что отлично, а просто шикарно. Сейчас главное просто вытащить мага. И вот этого чувака. Потому что против него будет тяжело, хотя на самом деле рыцари сейчас они не сильные вообще в этом патче. В этом патче они на максимально слабые, эти рыцари, поэтому, ну, как бы... У него МКБ еще нету, но у него зато есть бессмертие. Я ему только что кританул в лицо. Ты можешь не попадать? О, Башар, отлично. Башар, стан. Да, пока. Отлично, зато тут 2 боремся. Иди сюда, мой сладкий. Сюда. Все, ему ГГ. Вот это сейчас будет красота. Вот это сейчас будет грязь. Это сейчас такая грязь будет. Вы просто себе представить не можете, насколько это будет грязь. Сейчас все сами увидите. Это будет грязь. Полная грязь. Настолько грязь, что просто, ну, не передать словами. Это полная грязь. Так, криты, возвратка. Нет. Бессмертие. Сюда. А не, все, это GG. Сейчас смотрите, что просто будет происходить. Без смс и регистрации будет происходить. Унижение. Я просто отдам это уклонение тебе, себе заберу это. Что мне сейчас уходит? МКБ, надеюсь. И просто смотрите, я меняю одного персонажа. Марса. Все. Все. GG. Проверка связи. Он думает, что у него есть шансы. Я броню даже возьму вот так вот. Вот так. 6 морских. Я даже на самом деле могу убрать некоторые предметы просто на... Ну вот так вот. Ай, не могу. Что я хочу убрать? На самом деле мне вот эти вот... Хотя 15% урона. Не, ладно, оставлю 15% урона. Просто смотрите сейчас, что будет. Это просто грязь. Это максимальная грязь, которую только можно представить. Когда ты остаешься с магом 1 на 1, ты понимаешь, что ему GG. Он даже сейчас фулл... Ну, он духов поставил. Посмотрите, что сейчас будет. Ну да, он мне хекс дал. Ну да, молодец. Бум. Пока. Это просто грязь. Волшебники это все-таки универсальный билд. Мне еще по шмоткам хорошо повезло на самом-то деле. Фу-фу-фу, спасибо. Эгида в тройку пришла. Тренд, ну тренд ладно. Эгида, Мартра и вот, ну просто. Какая же все-таки универсальная игра через волшебников. Ну и плюс Мартретка. Имба. Просто имба. Максимальная грязь. Плюсы, как бы вы видели сами. Минусы, ну, я думаю, всем и так известны, потому что если много билдов, вы просто можете не дожить до лейт стадии, вы можете не понять, что кого как контрить. Но тоже, если вы дожили до лейт стадии, то можете просто некоторые предметы скипать и оставлять, вот, допустим, синергии морских, как я оставил. Но вот у него не было никого, чтобы просто меня уничтожать. Был дух,
Может быть бы он поставил 9 магов, но сразу скажу, до усрачки все это. Как-то так. Ну, он хотел сделать себе физический билд, чтобы убивать против моих морских. Но тоже поставил бы он физический билд, я бы просто перестроился в другой же билд. И все. Я думаю, суть вы поняли. Ну, катка была очень интересная, поэтому, ребят, напишите в комментариях, что думаете вы. Не забудьте оставить лайк, кто не подписался, подпишитесь. И у нас есть телеграм-канал, тоже подписывайтесь. А еще есть места в шахматный клуб, айдишник будет закреплен в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до следующего видоса.